Шалом, православные! Я вижу, видео зашло вчера, судя по количеству лайков и прочего. Там народ пишет: ну да, все это смешно, все замечательно, ты давай отстреляй. И там, в общем-то, правильно написали, что идиотам ты хоть 100 винтовок отстреляй, они все равно будут уверены в своем, что это подстава, монтаж, там что угодно. Ну, я решил, ну да, просят, а почему бы нет? В конце концов, я видео делал не для идиотов же, а для нормальных людей. Нормальные люди просят, отстрел, хорошо. Вот мне парни собрали парочку стандартов, шестерок на альфовских стволах, которые мы только что получили. То есть я еще не знаю, что это, там дальше продолжается сборка. И так как у меня появилось там полчаса-час свободного времени, я решил это видео снять. Сейчас я их отстреляю, две прямо на видео, вот как они есть, только собранные. Значит, как? Я еще не знаю, как они стреляют. Значит, камера стоит уже нацеленная на мишень. Я стреляю в белый лист, вывожу, если надо. И потом стреляю уже в мишень зачетную. Ну и как обычно на отстреле я буду делать 2 барабана. В принципе, с 2 барабанов мне, как правило, все становится уже ясно. Поехали! Свет выключу, чтобы не мешал. Сейчас я схожу за мишенью, и мы поговорим. Итак, и что же мы здесь видим? Значит, ну, кто смотрел, тот видел. Первый отстрел. Значит, первый барабан, второй барабан. Вы видели, что вот это вот были отрывы. Такая же история. Тун-тун-тун, все меньше. Что это значит? Еще раз говорю. Стволы мы только получили. Максимум, что мы с ними сделали, мы все стволы перед установкой на винтовке чистим. Заводская смазка и прочее. После этого они ставятся на винтовки, делается 3-5, может быть, выстрелов для того, чтобы настроить на скорость. И после этого они идут ко мне уже на отстрел. Значит, освинцовка ствола. И это, в общем-то, видно сразу, да? Там несколько пуль на отстрел. Первый барабан, второй барабан, первый барабан, второй барабан. И я могу из опыта, собственно, сказать, что вот эти обе винтовки я принимаю, потому что я гарантирую, что вот эта кучность будет все лучше, лучше и лучше с отстрелом. Может быть, через 500 выстрелов, может быть, через 1000.
Надо будет почистить несколько раз ствол, и куча станет лучше. И это как раз к вопросу о том, что люди говорят, а вот старые Матадоры такие лазеры были, а вот сейчас это. Все это херь, потому что на старых Матадорах какой настрел? Десятки тысяч выстрелов, тысячи выстрелов. Потому он и лазер, ствол уже отполирован пулями. Всегда и было так, на любых винтовках. И здесь будет то же самое. То есть потенциал у стволов как минимум не хуже Вальтера. Минимум. А в реальности я их отстрелял достаточно уже много. И я не просто так сделал замену в России, по крайней мере. А сейчас мы начинаем работать на зарубеж, на Альфу. В шестерке. В пятерке я пока не делаю, потому что пятерка меня не устраивает. То есть если исходить из легенды того, что я делаю это ради удешевления, я вообще должен сейчас полностью на Альфу перейти. Ни хера подобного. Только шестерка, потому что шестерка меня устраивает. Пятерка не устраивает, на пятерку я не перехожу, продолжаю оставаться на Вальтере, пока они не сделают мне хорошие. А эти все доморощенные снайперы, которые сейчас опять, как этот, блядь, эксгибиционист хером перед бабами будет трясти своими мишеньками, я могу им сказать только одно: идите в жопу. Все, у меня других слов для вас нет, потому что вы дебилы. Винтовки рабочие, это валовая стандартная винтовка при нормальном стрелке, при нормальной привычке к винтовке, при нормальном времени, потраченном на стрельбу, она будет стрелять, не выходя за 20 мм на 50 метров, что, в общем-то, нормально для данного класса винтовок. На этом все. Ждите новых видео. Рад был вас видеть. Пишите комменты. Пока.